Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами посмотрим сводчи матовой губной помады Giordani Gold Iconic. Поехали! Коллекция матово-губных помад Giordani Gold Iconic приходит в 10 шикарных оттенках и предлагает увеличить губы с помощью усовершенствованной бархатистой веганской формулы. Обещает, что богатый состав окутает губы насыщенным пигментом на 8 часов. Приходит помада в традиционной черной картонной упаковке, золотистые названия, логотип, и также мы видим информацию о помаде, что она выпущена в Индии и объем ее 3,8 грамма. Внутри картонной упаковки лежит довольно интересный футляр, и когда я смотрю на эти помады издалека, мне все время кажется, что она стоит без колпачка. Согласитесь, такое ощущение, как будто низ черный оставили, а черный верх сняли, и мы видим просто помаду золотистую, как будто бы уже можно брать и краситься. На самом деле это золотая крышка с логотипом Giordani, сама помада с традиционными уже для этого запуска Giordani гранями и стик в форме алмаза для более точного нанесения. Если вы видите продукт Giordani, который украшен и сам футляр, и вот как в данном случае стик, и картонная упаковка какими-либо гранями, то знайте, что данная декоративная косметика с усиленной ухаживающей формулой. И в этой помаде мы находим масло жожоба, которое обладает антиоксидантными свойствами и защищает губы от внешних агрессоров, таких как свободные радикалы. У масла легкая текстура, богатая незаменимыми жирными кислотами, витаминами, минералами, которая будет легко впитываться, питать и восстанавливать губы. Но кроме этого масла здесь еще также масло морошки, которое известно также своими антиоксидантными свойствами и имеет особенно высокое содержание восстанавливающих кожу жирных кислот, включая линолевую, алииновую и пальмитиновую кислоты. И ухаживающие свойства помады подарят нашим губам молодость, эластичность и уменьшат видимые признаки старения губ. Каждое прикосновение создано таким образом, чтобы ощущалось как момент заботы о себе. Помада имеет фотофильтры SPF 15. Отдушка у данной линейки есть. И она не такая, как у предыдущих коллекций Giordani, к которым мы уже привыкли, классическим бестселлерам. Но мне вот очень хотелось сравнить с ароматом матовой помады недавнего запуска с эффектом сияния. Здесь более яркий и более выраженный аромат, а у новой матовой линейки он более тонкий, припудренный, но все равно он новый и необычный. Мне кажется, что Oriflame пора делать ароматизированные странички на декоративную косметику в каталогах. Как вы считаете? Пишите в комментариях. Давайте тестировать помады на губах. 42 661. Чарующий нюд. Эта помада в стике выглядит светлее, чем когда наносится на губах. Здесь я вижу ту же тенденцию, как и в линейке, которую мы тестировали недавно, матовых помад с эффектом сияния, которую я только что нюхала. Здесь на срезе при нанесении помада выглядит более яркой, и соответственно на губах она тоже переносится более ярким оттенком, чем мы видим его в стике. Мне очень нравятся в последнее время нюды в запусках декоративной косметики. Они стали не такими бесцветными и бледными, раньше их вообще на мне не было видно, а сейчас они довольно выразительны. То есть это не просто бесцветный беж, а это действительно нюд, который будет иметь очень-очень нежный персиковый подтон. 42 662 в стике выглядит абсолютно светлый. Шоколадная роза называется этот оттенок. И когда я начала наносить, мне казалось, боже, это будет та самая светло-бежевая замазка, но по факту я вижу очень-очень светлый, просто супер светлый молочный шоколад. Даже вот белый, знаете, такой кремовый шоколад. Выглядит очень красиво этот тон на губах. Для бежа, для нюда здесь есть какие-то коричневатые светлые нотки. Просто потрясающий тон, но здесь все та же история. Смотрите, вот стик, который без нанесения светло-бежевый, а на срезе, посмотрите,
это просто розовая помада, но на губах это светло-бежевый шоколадный оттенок. Очень точное название и красивый тон вот для повседневных макияжей. Я в восторге. 42 663. Румяный имбирь или румяный розовый. И не буду уже больше, давайте повторяться. Стик выглядит светлым, а на срезе после нанесения и на губах это совсем другой оттенок, более яркий, более насыщенный, более искристый, более игривый. И здесь вот в этом тоне мы видим подтверждение этого правила. Посмотрите, какими насыщенными выглядят губы по сравнению со стиком. И это действительно такой румяный тон, и я бы назвала его розовым с примесью бежевого. Как-то мне в комментариях написали, что розовый это всегда холодный. Абсолютно нет. Розовый может уходить и в теплую гамму, и в холодную. И вот здесь он явно уходит в тепло-бежевое направление. Причем я думаю, что если у вас теплый подтон кожи, то помада будет выглядеть более бежевой. А если холодный, если вы особенно светлокожая девушка, то эта помада может на передний план выставить свои розовые оттенки. 42 664. Винтажный пион. Английское название здесь винтажный персик. Персикового подтона в этом оттенке вообще нет, на мой взгляд. Это вот чистый такой розово-лиловый пион, выразительный, смелый. И поэтому русское название здесь гораздо ближе подобрано. Несмотря на то, что это матовая помада, текстура ложится очень мягко. Она действительно чувствуется, как ухаживает за губами и наполняет их восстанавливающими питательными веществами. И матовость появляется на губах через 1-2 минуты после нанесения. Как только мы нанесли помаду, есть небольшое сияние, и надо подождать какое-то время, и тогда уже появляется вот этот матовый эффект. 42 665. Благородное вино. В английской версии называется Mauve. И здесь, конечно же, оттенок более Mauve. Явно видно в этом тоне небольшую такую тауповость, серость, вот замешанную как раз на лиловом оттенке, но это никак не видно. И опять же, когда вы увидите стик, то он будет совсем светлым. Я взяла в руки и думаю, боже, это не вино и даже не Mauve, но зная уже, что при нанесении я увижу другой оттенок, вот на губах, пожалуйста, уже насыщенный, такой темно-лилово-тауповый Mauve. Вот он во всей своей красе. Неожиданно только что сказала, что помады прям вот матовые, фиксируются. И это немножко вот другие у меня ощущения, не знаю, может иллюзия, но именно как будто более кремовая, более густая формула и более сияющим этот тон выглядит сейчас у меня на губах. Не знаю, почему так, может быть именно с этим оттенком связано, может быть с цветом, может быть мы сейчас будем уходить более темные оттенки, и они будут гуще ложиться на губы, и, соответственно, сияние в них будет больше. Ну, посмотрим. 42 666. Благородный латте. Оттенок, на удивление, с минимальной примесью розового, прекрасный, просто теплый молочный шоколад, выглядит шикарно на губах. Я нанесла, и прямо глаза у меня загорелись, насколько я люблю такие оттенки. Он очень естественный, он нежно так переливается, он светло-коричневый с очень небольшой розовинкой. Вот прямо оттенок моей мечты. Я с удовольствием буду пользоваться этой помадой. Найти удачный светло-коричневый тон, при этом, чтобы он был и эффектный, и не темный, и не бесцветный, это, конечно, надо постараться. Вот это он редко появляется подобный в линейках помад. Обязательно обратите на него внимание, те, кто любит светло-коричневые с очень-очень тонкой розовинкой помадой. 42 667. Терракотовый кашмир. Или английский вариант ржавая смородина. Я не знаю, как они представляют себе смородину, но то, что он оттенок ржавый, это однозначно. Очень глубокий темно-рыжий цвет. Для тех, кто любит
яркие кирпичные оттенки, и тоже таких тонов давно я не помню в линейках помад. Я уверена, что на него найдутся поклонники, потому что он эффектный. И это не просто, знаете, такое терракота, а она глубокая, насыщенная и, безусловно, выразительная. 42 668, бесконечный красный, Forever Red, красный навсегда. На мой взгляд, это теплый оттенок, он ближе к маковому, к алому, но он роскошный, потому что он не светлый, а более приглушенный. И вот здесь я нахожу такую же текстуру, очень насыщенную, глубоко питающую, заполняющую всю поверхность губ. И у этой текстуры есть определенная кремовость. И действительно губы выглядят более объемными, чуть-чуть увеличенными, как и заявляет нам Oriflame. Ну, давайте попробуем сделать этот оттенок чуть более матовым. У меня все равно не получается, остается сатиновый финиш. Ну, возможно, пройдет еще минут 5-10 и уйдет вот это сияние и появится матовый финиш. Но вот сейчас я вижу, что эта помада выглядит как такая насыщенная, кремовая, яркий красный цвет, безусловно, выразительный, эффектный, заявляющий о себе. После красного оттенка остается тинт. Это первый тон, после которого я заметила тинт из всей линейки. И еще отмечу свойства помады. Она остается на зубах при нанесении, поэтому будьте внимательны, аккуратны сразу после нанесения. Есть такие линейки, которые абсолютно никак не переходят на зубы, а есть, которые наносишь, и она все равно где-то умудряется перескочить. Вот здесь прямо почти в каждом оттенке я вижу эту особенность, поэтому нанесли и какое-то время последите. Но если, конечно, в первые 10 минут вы не заметите помаду на зубах, то уже потом она не появится. 42 669, великолепная вишня. Я не знаю, почему этот тон так назвали, потому что, на мой взгляд, это никак не вишня. Стик, когда я увидела, я подумала, это вот светло-розовый оттенок, какая это может быть вишня. Ну, думаю, ладно, сейчас буду наносить на губы, проявится цвет. Да, он проявился, но это стал темно-розовый оттенок, или, если точнее его назвать, это стопроцентная фуксия. Вот фуксия максимально чистая, прямолинейная, как она есть, но это никак не вишня. Я даже перепроверила код, и да, это тот самый 42 669. Ну, вишня в этом сезоне такая. И 42 670 пряная слива. Но если вишня у нас цвета фуксии, то слива вполне может быть оттенка темной орхидеи. Согласитесь, что в этой палитре мы не видим привычных темно-вишневых, виноградных оттенков, а вот такие вот розово-лиловые фуксии, довольно оригинальные оттенки в последних тонах помад, так же как и во многих оттенках линейки Стик гораздо светлее, чем он наносится на губы, имейте это в виду, но тем не менее цветы яркие, выразительные, эффектные и вполне в тренде барбикора, вот эти последние два оттенка, да и некоторые другие в данной линейке. 42 661, чарующий нюд. 42 662, шоколадная роза. 42 663, румяный имбирь. 42 664, винтажный пион. 42 665, благородное вино. 42 666, бархатное латте. 42 667, терракотовый кашемир. 42 668, бесконечный красный. 42 669, великолепная вишня. 42 670, пряная слива.
Это матовые помады. Какой из оттенков вам понравился больше всего, пишите в комментариях. Я отмечаю очень плотное пигментированное нанесение, ухаживающая формула, комфортно на губах. Отдушку вообще я не ощущаю. Она не такая яркая, как в предыдущей линейке сияющих матовых помад. И цвета очень колоритные, интересные, и некоторые оттенки, которые я увидела здесь впервые, с удовольствием буду носить. Если вам был интересный и полезный мой обзор, то ставьте лайк под этим видео, обязательно оставляйте комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть разборы новинок Oriflame на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока!